Если вы любитель редких садовых растений, которые поражают красочным видом своей осенней листвы и незабываемым по красоте и обилию цветением, посадите очаровательный энкиантус. Это декоративный кустарник с ажурной раскидистой кроной, состоящий из многочисленных изящных ветвей и плотных овальных листьев, чем-то напоминающих рододендроны. Каждая ветвь растения имеет много дополнительных разветвленных побегов, что делает вид кустарника выразительным и объемным. Осенняя гамма яркой листвы энкиантуса поражает своим великолепием всевозможных красных оттенков. Такое растение невозможно не заметить даже издалека, хотя энкиантус еще более удивляет во время цветения. Все, кто хоть раз видел обильно цветущий энкиантус, запоминают это зрелище на долгие годы. Такой кустарник не только с легкостью украсит ваш сад, но и внесет в него нотки восточного стиля. Это и не удивительно, ведь родина энкиантуса является Япония и Восточная Азия. В переводе с древнегреческого энкиантус означает беременный или вздутый цветок. Такое название растению было присвоено его первооткрывателем, португальским миссионером и ботаником Жоаном де Лорейру еще в 1790 году, который так, скорее всего, характеризовал вид бокаловидных цветов колокольчиков. Цветение энкиантуса начинается в мае и длится около месяца. В это время крона покрывается множеством изящных соцветий, напоминающих ландыши. Цветки могут быть бело-кремовой, желтоватой и розовой окраски. Они собраны в пучки и свисают очаровательными гроздями на коротеньких цветоножках. Каждый цветок дополнительно украшает выразительные штрихи в виде темно-розовых прожилок. И все эти восхитительные соцветия сверху венчают пучки из ярко-зеленой удлиненной листвы. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим мнением и опытом выращивания энкиантуса. Отдельное спасибо всем за ваши добрые советы, лайки и комментарии. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Стоит отметить, что среди этого декоративного кустарника есть несколько разных видов. Существуют более высокорослые представители высотой до 5 и более метров и растения с вечно зеленой листвой. Однако самым зимостойким считается энкиантус колокольчатый. Именно этот вид чаще других выращивают в европейских садах и на территории средней полосы. Это невысокое растение с раскидистой кроной высотой до 2 метров. По активности роста энкиантус скорее можно причислить к медленно растущим культурам. Как и многие ему родственные растения, принадлежащие к семейству вересковые, он также предпочитает легкую полутень и питательный рыхлый грунт с кислой реакцией. Кислотность почвы должна быть в пределах 4–5,5 pH. Очень важно следить за влажностью земли, так как у энкиантуса корневая система расположена близко к ее поверхности. Жаркие и засушливые участки не для этой восточной культуры. Также учтите, что под кроной этого кустарника не стоит высевать траву и высаживать другие растения. Приствольный круг нельзя глубоко рыхлить и тем более перекапывать. Лучше его замульчировать слоем опавшей хвои или корой. Саженцы высаживают весной. Место для энкиантуса должно быть защищенное от холодных сквозняков. Посадочную яму кладут под перекопку кислый торф, листовой перегной или компост из хвои. Для разрыхления тяжелых почв добавляют песок. В качестве питания и дополнительного утепления корней с осени приствольный круг мульчируют высоким слоем компоста. Этот кустарник можно также выращивать и как кадочное растение. Данный метод особо хорош для садоводов северных регионов, так как энкиантус колокольчатый выдерживает морозы без дополнительного укрытия до -20 градусов. В некоторых источниках заявляют о его пределах зимостойкости до -26 градусов. Но в любом случае в садах средней полосы молодые саженцы на зиму потребуется утеплять и высоко мульчировать. С возрастом растения проходят акклиматизацию и становятся более устойчивыми к морозам. В садах с бесснежными и холодными зимами эта культура будет подмерзать. Чтобы не рисковать, садоводам северных регионов можно порекомендовать выращивать энкиантус в объемных контейнерах, которые осенью заносят в прохладное помещение или зимний сад. Кадочным энкиантусам необходимо также создать период покоя, поэтому зимой их содержат в помещении с температурой около +12–15 градусов. Полив сокращают, а подкормки начинают вносить только с весны. Стоит также сказать за полив.
Так как эта культура предпочитает кислую реакцию почвы, то и поливать ее необходимо только мягкой водой. Жесткая, известковая и тем более хлорированная вода энкиантусу не подходит. Для подкисления в воду можно добавлять немного лимонной кислоты. В особо жаркие дни хорошо опрыскивать крону растения. В период вегетации кусты подкармливают водорастворимыми удобрениями. Для энкиантуса подойдут составы для вересковых культур, гортензий и рододендронов. Размножает это растение с помощью посева семян, пригибанием к земле и укоренением боковых веток, а также черенкованием. Одной из важных особенностей этого цветущего кустарника является то, что он цветет на прошлогодних побегах, поэтому обрезку кроны проводят нечасто. Лучше всего это делать только по необходимости и сразу после того, как куст отцветет. Если стрижка будет запоздалой, то множество очаровательных соцветий с красивыми миниатюрными колокольчиками в следующем сезоне вы не увидите. Тем не менее, несмотря на эти особенности, энкиантусы неплохо относятся к стрижке. Из кустов этой культуры формируют красивые, овальные и куполовидные формы, которые красиво смотрятся в садовом ландшафте. Кстати, энкиантус колокольчатый полюбили не только за его редкую красоту, но и за относительную неприхотливость. Его кусты хорошо приспосабливаются к разным климатическим условиям и довольно стойко переносят перепады температур. Такое растение, благодаря красивому цветению, ярко-зеленой декоративной листве и огненной осенней кроне, эффектно выглядит в течение всего сезона. Энкиантус удачно смотрится как солитер и в качестве живой изгороди. Он создаст удачную компанию многим декоративно-лиственным культурам и наполнит ваш сад нотками романтики и восточного стиля. Кусты энкиантуса красиво сочетаются с хвойными, цветущими рододендронами и гортензиями, пурпурно-листной скумпией, декоративным морозостойким бамбуком и злаковыми культурами. Надеюсь, что такой редкий по красоте кустарник не только украсит ваш сад, но и удивит всех ваших гостей и соседей. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.